Всегда помни, когда ты становишься чемпионом, ты тут же становишься мишенью. Сколько усилий ты к этому приложил, столько же приложат и остальные, чтобы добраться до тебя. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Snowy Road пройдет танковый миррор, в котором будут участвовать, не побоюсь этого слова, лучшие бойцы в мире генералов. Итак, верхняя позиция Экскал, действующий чемпион мира, розовый цвет, глава клана ООЕ. На нижней позиции дает старт Team Step, желтый цвет, главный кандидат на пост чемпиона и лучшего бойца в мире генералов. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, друзья, челлендж до 7 побед, счет на момент поединка 6-6. Данная игра решающая. Экскал, кстати, когда отлетел от Team Step со счетом 6-0, то сказал, что, возможно, ему пора на пенсию. Team Step действительно очень силен, но не надо преждевременно себя скидывать с пьедестала. Мировая серия вот-вот начнется, а там мы с вами и увидим, пора на покой мистеру Экскалибуру или нет. Естественно, я желаю Team Step'у победы на ВС, но также пожелаю ее и Экскалу. Оба бойца сильны, оба бойца достойны и оба могут показать достойную игру. Ну да ладно, погнали, друзья. Итак, давайте посмотрим. Два сапплая есть у Team Step'а, два военных завода и электростанция. Готовится, я так понимаю, сейчас нижний танкист к установке третьего ресурсного центра. Дал здесь по границам своей базы юниты. Пусть выкатились здесь батлмастеры, гатлинги. Справа здесь БМ дежурит, есть пост, но пост, я так понимаю, разгружен. Пехота села в дома и, естественно, охраняет сейчас границы Team Step'а. Дозер пока стоит, денег еще на третий САП нет, но я думаю, что в скором времени все-таки Team Step установит свой третий ресурсный центр. Да, все верно, он этим как раз-таки и занимается. Экскал пока не проявляет агрессии, справа занял домик, катается здесь несколькими юнитами в виде батлмастера, гатлинга и поста. И скорее всего этот пост пустой. Нет, там есть один ракетчик, один высадился и сел как раз таки в домик. Слева есть батлмастер, также стоит на дежурстве, охраняет границы. Два военных завода, есть сапплай, один, слева второй, и уже установлена пропаганда. Есть казарма, а значит ждем Лотос на захват вышки и нефтепереработки, чтобы получить скидку на юниты. У Team Step'а также слева есть юниты в виде батлмастера и гатлинга, также стерегут границы. Что же касаемо Team Step'а, он отогнал свой дозер сюда направо под домик, возможно его прячет, а возможно поставит просто здесь казарму, выйдет либо красногвардеец, точнее два за раз будут захватывать вышку и нефтепереработку, естественно нужно будет выучить захват, либо через пропаганду, да, скорее всего так оно и будет, будет пропаганда в скором времени, потом из казармы выходит Лотос и просто захватывает вышку и нефтепереработку. Вот Экскал, например, уже этим занимается, значит у него уже готова пропаганда и начинается захват. Естественно, да, все, уже захват есть, вышка в активе у верхнего танка. Получил буст на $1000. Я думаю, что мы будем в скором времени ожидать третий сапплай. Да, вот он уже готов. Ну и там и третий военный завод, естественно. Поставил, кстати, Экскал здесь бункер. Скорее всего из казармы. Да, вот здесь вот выходит как раз таки пехота, будет засаживаться. И такая вот нехорошая, в принципе, оборона. Кстати, здесь был уничтожен домик, но Team Step отступил обратно. Сюда поближе к границам, сюда ближе даже, можно сказать, к сапплаю. Армия достаточно хорошая у него на правом фланге. Все защищено. Экскал тем временем занимается тем, что через Control дом добивает, а слева у него рядом с арт-платформой стоит пост. Просто, видимо, на дежурстве, возможно, Лотос ждет. Ну, вполне вероятно, кстати говоря. Третьих заводов пока я не вижу ни у одного из бойцов. Но вот Экскал, кстати говоря, развернул строительство. Да, уже на 50% у него военник третий готов. Соответственно, спам сейчас увеличится. Соответственно, будет большего размера и армия. Тем временем Лотос побежала, смотрите-ка, и арт-платформу захватывать. Здесь также есть и ремонтная мастерская, и, естественно, вторая арт-платформа. Если захватить, конечно, это будет не совсем хорошо для Team Step'а. Будут мешать ему наступать на Экскала. И, кстати, Экскал собирает армию на центре. Собирает на центр армию, Team Step занимается тем же самым, готовится, видимо, нижний боец к обороне. Есть ECM танк здесь, можно подморозить какой-нибудь из БМов. Так, а тут тем временем Team Step собирается наступать, я так понимаю, под бункер.
но неудачно на самом деле. То есть сейчас просто потерял 2 батлмастера на ровном месте. Там достаточно много ракетчиков. Вполне возможно, TeamStep проверил это дело сейчас, но жаль, что потерял 2 батлмастера. Они сейчас в актив Экскала упали, соответственно, он по экспоинтам увеличивает размер, ставят КЦ и готовятся, я так понимаю, к скорому получению ранга. Там полетят и повышения, соответственно. Нужно быть к этому готовым в таком мироре, наверное, все-таки заранее. Повышение здесь очень решает на самом деле. Да и потом, когда такие большие армии перестреливаются друг с другом, то, соответственно, до ранга, до повышений дойти достаточно быстро получается. Но все-таки решается TeamStep скрывать бункер. Оперативно работает Экскал, сразу же отстраивает второй, чуть-чуть поближе сюда к саплаю и сразу же туда ракетчиков, естественно, засаживает. Захватил тем временем действующий чемпион себе 2 арт-платформы и реммастерскую, но TeamStep явно с этим не согласен, переводит свою армию сюда и уничтожает реммастерскую, уничтожает Гатлинг-пост, пока в инвизе стоит, работают арт-платформы, соответственно, здесь тяжеловато маневрировать, постоянно такая атака с этих башен идет, да, они стреляют, работает Лотос, одну арт-платформу себе перехватывает, и Экскал с двух сторон пытается эту армию, я так понимаю, зажать, работают ЕЦМ танки, несколько БМов здесь морозят, и Экскал их перестреливает, и, кстати, уже набрал 3-й ранг. Набрал 3-й ранг, а это значит, что сейчас в активе Экскала появляется арт-удар. Так, здесь Лотос от Экскала продолжает бегать от TeamStep, здесь в пачке заблудилась, и она хочет, видимо, отступать, но нет, вроде бы просто стоит. Так, ну и TeamStep огрызается. Огрызается на Экскала, причем, смотрите-ка, справа здесь подошел, пытается выловить здесь хотя бы по одному юниту Экскала, да, минус Батлмастер, хорошо, но там, смотрите, просто непрекращающийся спам идет, и армия очень огромная, я даже не знаю, ну, в принципе, и здесь, да, не так уж и мало юнитов, вот представьте просто, когда эти пачки встретятся друг с другом, что это будет просто за побоище. Одну арт-платформу, напоминаю себе, TeamStep забрал и хочет забрать и вторую, которая сейчас как раз-таки по юнитам TeamStep настреливает. Ракетчики здесь добавляются. Справа прибежали. Также в актив общей пачки добавляются. Смотрите, еще сколько батлмастеров. Ну явно, да, там 3 завода. Есть также командный центр у TeamStep. Вышка НПЗ, все захвачено. С 3 саплаев копает. Перехватил себе нижний боец арт-платформы. И Экскал вынужден оттянуть свои войска-то поближе к границам-то своей базы. Здесь был труповоз, его уничтожили. Осталось буквально 4 красногвардейца. И разворачивается строительство ядерной ракеты. Ну просто посмотрите, даже на миникарте видно, ну как много юнитов у каждого из бойцов. Ну никак пока это в одну такую большую войну еще вот не разворачивается. Но я думаю, что в будущем эти армии схлестнутся. И поверьте, наши экраны будут очень сильно дрожать. Ответное строительство ядерной ракеты сейчас и от TeamStep. Причем видно, что они буквально в одно и то же время начали это строительство. И так, полетел арт-удар от Экскала. Он сбросил мины. Сейчас TeamStep тяжеловато здесь маневрировать. И арт-удар на армию. Но не попадает. Не попадает верхний танкиста толком по армии TeamStep. Мины также здесь на танки не легли. И TeamStep вроде как и перебивает, но и сам тоже получает достаточно сильно. Но Экскал отступает. Экскал отступает. Смотрите просто, сколько здесь обломков. Наконец-то армии слеснулись друг с другом, и появляются у нас справа вверху счетчики ядерных ракет, буквально с разницей в 3 секунды, друзья, и полетели ответные мины, и арт-удар, по всей видимости, на ресурсной. Мины легли рядом с пачкой, нужно срочно делать разминирование, потому что маневрировать будет достаточно тяжело, и армия TeamStep смещается на левый фланг, и арт-удар закрывает полностью здесь саплай. Налево уходит TeamStep и пробивает первый военный завод Экскалу. Добавляется плюс еще и пехота. Наконец-то идет разминирование. Еще и дозер при этом при всем помогает. -1 военный завод. Второй военный завод также идет под раздачу. Есть апгрейд на скорострельность и национализм. Пробивается тем временем электростанция. И вот еще сзади здесь, точнее слева, есть армия. Небольшая, правда, у Экскала.
Есть армия справа, нужно пробовать как-то поджимать, уничтожать второй военный завод, уничтожается электростанция, уничтожается ресурсный центр. Господи, что ты творишь, TeamStep? Вы просто обратите внимание, как в один миг перевернулась игра. Просто вроде бы катались на центре, но тут ни с того ни с сего TeamStep ворвался и просто разгромил половину базы Экскалу. Да, армия очень большая, пытается тут здесь действующий чемпион противостоять. И полетели мины, есть 5-й ранг у каждого из бойцов, и попадают мины. Похоже, что прямо в аккуратно армию, да! Вся армия у Экскала сейчас перемороженная. И TeamStep идет вперед, но там ответ на Эми бомбой. Неужели это заморозка и второй армии? Да! Осталось только 3 танка здесь, скажем так, без заморозки. И всего лишь 1 танк при этом, при всем у Экскала. И полетела ковровая бомбардировка. Да что творится, черт возьми, на этой карте? И просто вся армия сейчас у TeamStep легла. Ответная ковровка закрывается в 3-й. Точнее, 2-й или 3-й. Нет, этот был 3-й. Вот 4-й военный завод. Но там 2-я волна пошла. Пошла 2-я волна. TeamStep добавляет и пошел на правый фланг разгромить сейчас здесь Supply. Похоже, что так оно и будет, но немножечко здесь отвлекся. Лотос у него, правда, погибает от гатлинга Экскала. Да, Supply, все мимо. Пробивается казарма, на пути 2 электростанции и ядерная ракета. Работает бункер. Отличный бункер на самом деле, достаточно сильно получал TeamStep, отвел часть своей армии на центр, и посмотрите, что происходит. Он идет под ядерную ракету, вся армия сейчас Экскала перемещается на правый фланг, но тем временем TeamStep идет на левый, а тут нечем защищаться. Но похоже, что да, ядерная ракета падает, падает также и электростанция. Естественно, армию здесь TeamStep-то добьют, но у него пошла еще одна, это уже 3-я по счету волна, и чем здесь отбиваться, идет под раздачу командный центр. Экскал в срочном порядке нужно перемещать всю свою армию сейчас на центр базы. Минус командник. Тем временем БМ убил Дозера, там последний, за которым сейчас TeamStep гонится. Все, нет строителю Экскала, и отменяется пропаганда. Ни одного военного завода не осталось, и осталось всего лишь 3 здания у действующего чемпиона. Боже! Там готовится еще одна армия. И как это останавливать? Юнитов минимальное количество. Здесь так много БМов. И обратите внимание, изучены все апгрейды сейчас на юниты у TeamStep. И просто добиваются последние юниты. И похоже, что это сокрушительнейшее поражение для действующего чемпиона мира Экскала. О боже, дайте мне немножко перевести дух. Я отсматривал этот реплей несколько раз, и каждый раз он доставлял мне просто колоссальные эмоции. Мне кажется, этот повтор должен попасть вот в эту коробочку, вот эту коллекцию золотых реплеев. Такой сокрушительной мощи я не увидел ни у кого, наверное, из бойцов. Просто это кувалда, это просто раздавил ботинком, это прошел с напалмом, это ураган, смерч, торнадо и прочие стихии в этом мире, которые только могут быть. У меня даже в какой-то момент возникло чувство жалости к Экскалу, но так давить, это что-то невероятное. TeamStep, мои поздравления, заслуженная победа, Экскал. Ну что ж могу сказать, прими поражение достойно. Каждому из бойцов желаю удачи. Каждый из бойцов силен. И каждый из бойцов может взять чемпионство в 2023 году. Ну что ж, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.